Мир всем, дорогие друзья! Знаете, почему многие зарубежные компании берут на работу в основном сотрудников моложе 40 лет? Потому что после 35-40 мозг людей в основном костенеет. То есть они теряют способность воспринимать новую информацию и не могут отказаться от старых взглядов, даже если они ошибочны. Короче говоря, переучивать взрослых практически невозможно. Я очень надеюсь, что это не про нас, и мы открыты для нового. Как я говорил в предыдущем видео, чтобы жить в соответствии со здравым смыслом, жить осознанно, понимать себя и мир вокруг, нужно как минимум поставить точки в главных вопросах. Сегодня я предлагаю поставить точку в вопросе самым наболевшем и спорном. Это тема Бога. Кто-то верит, кто-то не верит. Давайте лучше включим мозг. Что вы конкретно знаете дельного о Боге? Есть ли вообще явные, недвусмысленные доказательства его существования? Если мы говорим, например, о человеке, мы сразу представляем себе существо разумное, видящее, слышащее и так далее. Почему же мы делаем исключение в случае с Богом? Если Бог есть, то у него тоже должны быть какие-то характеристики, какие-то качества, отличительные черты, правильно? Я начал копаться в этом вопросе и изучал мнения философов, научных деятелей, великих полководцев, мыслителей, писателей, нобелевских лауреатов. Ну, все, что я мог найти. Я говорю про таких людей, как Лао Цзы, Пифагор, Платон, Аристотель, Цицерон, Марк Аврелий, Фрэнсис Бэкон, Рене Декарт, Исаак Ньютон, Вольтер, Бенджамин Франклин, Ломоносов, Жан Руссо, Дидро, Чарльз Дарвин, Лев Николаевич Толстой, Достоевский, Махатма Ганди. В теме Бога они были все едины в одном. Есть кто-то, кто создал нас. Называли они его по-разному. Кто-то вселенский разум, кто-то высшая воля, кто-то творец, кто-то абсолют. Суть же была одна. Все те, чей ум мы считаем гениальным, пришли к тому, что есть Создатель. Но этого мне показалось, конечно же, мало. Мне стало интересно, как они пришли именно к такому выводу. Интересна именно цепочка логических умозаключений. Я набрел на закон причинности. Суть ее в том, что все в нашей Вселенной происходит по тем или иным причинам. То есть ничего без причины просто так произойти не может. Дом просто так не построится, машина просто так не поедет и так далее. Этот закон аксиома, то есть неопровержимая. На основе этого закона они пришли к выводу, что если все происходит по какой-либо причине, то и для Вселенной нет никакого основания делать исключения. Выходит, ее кто-то создал. Есть кто-то или что-то, что стало причиной ее появления. Так они доказали существование Создателя всего сущего. Но это все равно не объяснило мне, какой он, этот Создатель. Я начал копаться дальше и узнал еще об одном интересном законе. Сейчас объясню вам на примере вот этого стакана. Посмотрите на него. Что вы можете о нем сказать? Очевидно, что его произвело оборудование. Оно очень точное, учитывая, что стакан гладкий и очень пропорциональный. У этого оборудования есть возможность нанесения краски, разных дизайнов и так далее. Откуда мы столько узнали? Мы ведь не видели само оборудование, правда? А это и не нужно. Мы узнали об особенностях оборудования, изучив особенности стакана. Так вот, закон гласит, что особенности следствия указывают всегда на особенности причины. И я задумался, что можно сказать о том, кто создал бескрайний космос, галактики, планеты, звезды, солнце, небо, порядок их движения, вселенские законы, настолько точно регулирующие их циклы, химический состав всего окружающего, совершенный баланс и общая гармония. Одно вращение Земли вокруг Солнца чего стоит? Вы знали, что Солнце притягивает к себе Землю, благодаря чему Земля не улетает от нее в открытый космос? И Земля при этом быстро крутится вокруг Солнца, и благодаря вот этой вот центробежной силе вращения, отталкивающей Землю от Солнца, Земля не падает на нее. И теперь представьте масштаб этих тел и баланс между притяжением и центробежной силой, позволяющий Земле держаться на идеально комфортном для нее расстоянии от Солнца, не улетая от нее и не падая на нее. Вы можете себе такое представить? Я молчу про нашу планету. Природные процессы, поддерживающие жизнь во всем. Климатические зоны,
животный, растительный, органический, молекулярный, атомарный, квантовые миры. Да в одном ДНК человека заложено больше информации, чем во всех библиотеках мира вместе взятых. Необъяснимая упорядоченность и согласованность строения человека и Вселенной приводит ученых во всем мире к тому, что есть Создатель. Мир слишком совершенен, чтобы возникнуть из хаоса. А есть у нас другие варианты. Ну, например, небеса и землю и нас всех создал не Бог, а какой-то человек. Или какой-нибудь святой праведник. Мыслимо ли, что космос сам себя создал, а потом еще и нас? Или, может, мы сами себя создали? Есть ли у нас какие-нибудь иные варианты, которые мы можем доказать, подтвердить документально или хотя бы логически? Я искал. Нет ни одной теории, основанной на более-менее приемлемых фактах, которая была бы способна опровергнуть то, что мы до этого говорили. Выходит, есть лишь наше упрямство и неверие. В следующий раз я вам расскажу более интересные вещи про нашего Создателя, основываясь на логических и рациональных умозаключениях. Опять же, мир вам и увидимся в следующем видео.